Всем привет, с вами доктор Демченко, и сегодня мы снова обсуждаем проблему защемления седалищного нерва. В нашем первом видео мы разобрали хороший комплекс упражнений, который очень часто дает позитивный эффект. Сегодня мы разберем эффективное упражнение, которое называется поясничная ротация. По данным концепции Маккензи, это одна из наиболее уважаемых концепций в мире по лечению поясницы и поясничных болей. Это упражнение может значительно улучшить состояние людей, которые испытывают одностороннюю боль в пояснице с иррадиацией, то есть отстрелом в ногу до колена или даже ниже колена в стопу. Давайте разберем, как делать это упражнение безопасно и эффективно. Перед тем, как провести упражнение, попробуйте определить несколько базовых симптомов, которые вас беспокоят. Например, можете посмотреть, насколько вы можете глубоко нагнуться, не испытывая боли в ноге. Или же, насколько высоко вы можете поднять лежа прямую ногу, не испытывая боли в ноге. Также симптомами могут являться общее ощущение в спине и ноге или ощущение мощности включения мышц. Например, можете присесть на здоровой и больной ноге и посмотреть, с какой силой толкается нога, в которую идет отстрел, и здоровая нога. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы понять и оценить, каким образом на вас воздействует упражнение поясничной ротации. Упражнение поясничной ротации в 80% случаях выполняется в сторону больной ноги. Компенсаторно в другую сторону мы не скручиваемся. Это достаточно важно. Следующий момент. Мы находимся в состоянии ротации около 3 минут. Каким образом происходит упражнение? Предположим, что у меня боль находится справа и идет иррадиация отстрел в правую ногу. Ложимся на спину. Желательно использовать кушетку или кровать, чтобы ваши колени могли уйти ниже уровня кровати. Дальше. Одной рукой вы удерживаетесь за кровать для того, чтобы не упасть. Ложитесь примерно на расстояние одной ладони до края кровати, чтобы при повороте бедро оставалось на кровати. Дальше подтягиваем ноги к себе, для того, чтобы поясница была круглая. Когда мы хорошо скруглили поясницу, правой рукой захватываем ноги и начинаем медленно поворачивать в бок. Не торопитесь. Когда вы дойдете до края своей эластичности, сделайте глубокий длинный выдох животом. Это поможет уйти немного дальше. Если вы будете испытывать боль в спине, то можно немного подтянуть ноги к себе или немного выпрямить. В одной из этих позиций будет легче. Когда вы найдете позицию, в которой легче, вы можете попробовать продвинуться еще немного глубже в ротацию. Если вы снова чувствуете боль в спине, вы можете немного поискать позицию ног, где снова становится не больно, и продвинуться еще немного. В конце правая рука оказывает небольшое давление на ноги, чтобы поддерживать скручивающее движение. Удерживайтесь в такой позиции 3 минуты. Через 3 минуты мы переставляем правую руку снизу и при помощи руки медленно выводим ноги в среднюю позицию, не включая спину. Это важно. После того, как вы провели это упражнение, сделайте небольшие покачивающие движения в обе стороны, для того, чтобы скомпенсировать ощущения в пояснице. Поднимайтесь после упражнения через бок. И обязательно после упражнения оцените те симптомы, которые вы оценивали перед тем, как начать упражнение. То есть наклон, подъем прямой ноги или силу ноги. Можно оценить общий уровень болевых ощущений. Это упражнение можно проводить до 3-5 раз в день. И обязательно нужно ориентироваться на ощущения. Также считается очень хорошим знаком, если боль будет централизоваться. Что это значит? Если у вас была боль или онемение в стопе и симптомы поднялись до колена, а стопа и голень стали свободны от симптомов,
Это считается хорошим знаком и означает, что процесс идет в сторону выздоровления. Если боль была до колена или в колене, и она поднялась до ягодицы, это тоже будет ощущением централизации. Если же боль была в ягодице и ушла к центру позвоночника, тоже будет считаться централизацией. Причем, если у вас, например, не болела спина, но при этом были симптомы в стопе или в колене, и симптомы стопы или колена ушли, но появилась боль в спине, это тоже считается централизацией и хорошим симптомом. Поэтому не переживайте, если у вас ушла боль периферически и возникла боль более центрально, это хороший знак, и это означает, что скоро она будет уменьшаться и в центральной точке. Когда боль придет к центральной точке, вы можете выполнять упражнения из нашего видео про гиперлордоз. Всем большое спасибо. Если у вас будут вопросы по диагностике или лечению седалищного нерва, пишите в комментариях. Мы обязательно снимем еще одно видео с ответами на вопросы. Всем пока!